Часто, когда мы оставляем конец нити при наборе петель, он получается или слишком длинный, или слишком короткий. Есть способы, которые позволяют не ошибиться, какой длины оставить конец нити. Первый способ. Отмеряем длину нити, равную 3 длинам рассчитанного расстояния. Складываем конец нити в эти 3 длины, то есть 3 расстояния, плюс еще 10-15 сантиметров. Это и есть тот конец нити, который мы должны оставить для набора петель. Второй способ. На 2 спицы, сложенные вместе, сверху кладем нить от себя, оставив небольшой кончик. Придерживаем этот кончик и начинаем делать витки на спицу от себя. Делаем столько витков, сколько мы рассчитали петель. Один виток равен 1 петле. Если мы рассчитали, что нам нужно набрать 90 петель, делаем 90 витков. Можно сделать так. Сделать 10 витков. 10 витков это 10 петель. Если нам, допустим, нужно набрать 90 петель, то мы распускаем эту нить, равную 10 виткам, и 9 раз складываем ее друг с другом. Отмеренная нить — это и будет тот конец нити, который мы должны оставить при наборе петель. Есть способ набора петель, при котором не нужно гадать, какой длины необходимо оставить конец нити. Берем нить, идущую сверху клубка. Это нить, которую мы будем вязать изделие. Берем нить, идущую изнутри клубка. Это конец нити, который нам необходимо было бы оставить. Складываем обе нити вместе и завязываем узелок. Надеваем узелок на спицу. Это первая петля, состоящая из 2 нитей. Нить, идущую изнутри клубка, размещаем на большой палец. Нить, идущую сверху клубка, кладем на указательный палец и начинаем набор петель. После набора необходимого количества петель, нить, идущую изнутри клубка, обрезаем.